Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагают так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, на 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет, сказал он. По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4%. Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее. Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Светенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект. С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР. Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется. Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5% пикового значения с осени 2017 года. По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1%. Это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.